Старейшая пациентка в истории. В Германии успешно провели операцию на сердце 106-летней женщине. Эрика Дикман пережила 2 мировые войны, потеряла мужа. После 70 лет брака объездила всю Европу. Несмотря на возраст и плохое зрение, она по-прежнему живет одна в собственном доме и ведет домашнее хозяйство. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Новый скандал на границе. 160 тонн украинской кукурузы, которую везли транзитом, рассыпали из вагонов в Польше. Это 4-й случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Президент Украины Зеленский впервые раскрыл потери украинской армии в войне с Россией. Каждая эта потеря – это значительная потеря для нас. Новой версии смерти Навального. Буданов говорит, что это был действительно тромб, однако у Осечкина другая информация. То, что мне известно в деталях и в подробностях, мы будем передавать вам через Христа Грозева. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям! 160 тонн украинской кукурузы были рассыпаны в Польше из вагонов на станции около села Катомиш. Это уже 4-й раз, когда польские фермеры и дальнобойщики проводят подобные акции на железной дороге. И это самое крупное. Всего неизвестные повредили 8 вагонов. Кукуруза не была предназначена для продажи в Польше. Груз должен был проследовать в другие страны через порт Гданьска, сообщили в Мининфраструктуры Украины. Злоумышленников ищет полиция. Украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства и, согласно договоренностям с польским правительством, не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши. Это подтверждено на официальном уровне. Ни зерно, ни кукуруза, ни рапс не остается там. Это 4-й случай вандализма на польских железнодорожных станциях. 4-й случай безнаказанности и безответственности. Президент Украины Зеленский впервые раскрыл потери украинской армии в войне с Россией. По его словам, при отражении агрессии погибло 31 тысяча украинских военных. Впрочем, он не стал называть число раненых и пропавших без вести. Ранее украинская сторона не обнародовала официально цифры потерь, ссылаясь на военную тайну. 3 дня назад в интервью американскому каналу Fox News Зеленский сказал, что соотношение потерь убитыми составляет 1 к 5. А в 2022 году президент Украины говорил, что на войне погибли около 9 тысяч военнослужащих ВСУ. 31 тысяча украинцев погибли, военных погибли в этой войне. Не 300 тысяч. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, что там врет Путин со своим лживым кругом. Но, тем не менее, каждая эта потеря – это значительная потеря для нас. Россияне загинуло их 180 тысяч. Их погибло 180 тысяч. Всего втрат загиблих и поранених. Всего потерь погибшими и ранеными в России 180 тысяч смертей. Я не знаю, сколько исчезнувших без вести у них. И знаю, что до 500 в сумме с ранеными. Украинцев 31 тысяча. Украинцев 31 тысяча. И для нас это очень больно. Я не скажу, сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько человек ушло с поля боя. Просто об этом не скажу. И есть пропавшие без вести, не буду играть с этими цифрами, не хочу, потому что последний обмен показал, что мы будем неточными с вами из-за того, что вернули несколько человек, и они были в списке пропавших без вести. А эти 2 парней вернулись живыми. Поэтому я не буду здесь ничего говорить. Россия пополняет свои войска примерно теми же темпами, что их теряет. К началу 3-го года полномасштабной войны в Украине на фронте сложилась серьезная, но, однако, не безнадежная ситуация для украинских войск, пишут эксперты Американского института изучения войны. Российские войска взяли
инициативу на всем театре военных действий, проводят атаки и добиваются успехов. Впрочем, на данный момент эти успехи ограничены и обходятся чрезвычайно дорого. При захвате Авдеевки, вероятно, погибло больше российских солдат, чем за всю советско-афганскую войну. Несмотря на эти тяжелые потери, российские силы в настоящее время продолжают наступательные операции в Украине, полагаясь на усилия по скрытой мобилизации. Россия пополняет свои силы темпами, которые примерно соответствуют уровню ее потерь, что позволяет российским войскам регулярно отправлять пополнения в части, ведущие наступление, и постоянно проводить ротацию войск на оперативном уровне. Однако неясно, сможет ли Россия вести наступательные операции таким же образом и в более высоком оперативном темпе, что приведет к еще большим потерям. У Киева готов мощный план на 2024 год, однако половина оружия не поставляется в Украину вовремя. Об этом заявил министр обороны Умеров. Если оружие не приходит своевременно, то страна теряет людей и территории. Глава Минобороны добавил, что Украина делает все возможное и невозможное, но работа усложняется без своевременных поставок оружия. На данный момент протяженность линии фронта 3200 километров, ну а интенсивные боевые действия идут на участке в 1200 километров. По мнению западных военных аналитиков, в нынешнем году Украине вряд ли удастся организовать масштабные наступательные операции. Ее главной задачей в этом году станет активная оборона и накопление ресурсов для наступления в 2025. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План 2024 вже є, ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але дасть результати 2024 року. Тому ми працюємо разом зі всіма складовими сил безпеки і оборони. Вдячний кожному і кожній. Главком ВСУ Сырский посетил командные пункты украинских военных на передовой. Сообщил, что на многих направлениях обстановка сложная. Украинские военные сообщают, что после взятия Авдеевки в Донецкой области российские войска штурмуют несколько участков фронта в направлении Купянска Харьковской области и в районе поселка Работино в Запорожской области в частности. Также Z-блогеры сообщали, что россияне заняли село Ласточкино у Авдеевки. Однако в ВСУ опровергли эту информацию. Силы обороны отошли на западную окраину. В Ласточкино идут тяжелые бои. Сейчас бои идут за сохранение личного состава, и ВСУ пытается сохранить как можно больше личного состава, а Россия тратит огромное количество живой силы на продвижение вперед. Продвижение не то чтобы, наверное, бессмысленное, все-таки не военный стратег, но не имеющего какой-то глубокой перспективы, потому что нет необходимого количества сил для того, чтобы вот там, не знаю, пойти до Харькова, до Киева, еще до чего-нибудь. Поэтому это просто такой расход живой силы, непонятно с надеждой на что. Ну, то есть, да, можно занять какие-то там населенные пункты, деревни по 4 дома, в которых уже никого не осталось, но насколько серьезно это влияет на общее состояние войны, сказать сложно. То есть, даже потеря Авдеевки, собственно, многими военными аналитиками профессиональными, иногда даже российскими, то есть, Z-ориентированными аналитиками говорят, что окей, да, Авдеевку взяли, но как бы а как это на фронт влияет? Да особо и никак. Ну, то есть фронт как был относительно статичен, так и остается. Да, Россия имеет какие-то продвижения, но все это ценой больших потерь. И стоят ли эти потери этого продвижения даже для Z-каналов? Большой вопрос, а не для Z-каналов вопроса тут нет. Конечно, не стоит. Собственно, степовое северное на том же направлении сейчас в серой зоне. Их вряд ли будут долго удерживать, и линия обороны будет проходить, скорее всего, по линии Бердича-Орловка тоненькая. Вот там, соответственно, будут уже более серьезно подготовлены украинские позиции, и, соответственно, вот оттуда, наверное, уже российской армии, там, не знаю, либо не удастся выбить украинских военных, либо это дастся с большим трудом и еще большими потерями. Путину очень нужны победы на фронте, поэтому пропаганда упражняется в придумывании успехов для второй армии мира, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Юсов. В частности, поэтому и был придуман миф о взятии Крынок. Если у них есть хотя бы минимальные достижения, то они раздуваются до космических масштабов. В России продолжается имитация избирательного процесса, а это означает, что кремлевскому режиму нужно показывать хоть какие-то достижения.
Если их нет, придумывают, как в случае с рынками. Если есть хотя бы минимальные, то раздуваются до космических масштабов. Безусловно, напряжение, социальное напряжение на территории так называемой Российской Федерации возрастает. Недовольство войной, недовольство потерями также возрастает. Поэтому российская пропаганда ищет или придумывает мифические победы. И для того, чтобы объяснить, ради чего 2 года идет полномасштабное вторжение, уничтожается в том числе живая сила и личный состав российской армии, уничтожается российская экономика, деградирует российское государство в целом. Ищут ответы. Навальный действительно погиб от тромба. Глава ГУР Минобороны Украины Буданов прокомментировал смерть главного врага путинского режима. Это первый раз, когда украинская разведка комментирует смерть оппозиционера. О том, что российский политик умер в ИК-3 в Харпе из-за оторвавшегося тромба почти сразу же после появления первых новостей о его смерти, написал близкий к российским силовикам телеграм-канал 112. Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромба. І це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, давайте так вам скажу, але, на жаль, природно. Ну а тем временем российские правозащитники из ГУЛАГу НЕТ заявляют, что Навального перед смертью могли и пытать. Вероятно, политика, в частности, связывали и пытали холодом. Эту информацию они передали главному следователю по делу о смерти Навального Христо Грозеву. Я убедительно вас прошу прислушаться к нашему мнению, к мнению экспертов и правозащитников и принять все возможные меры для того, чтобы не хоронить в ближайшие дни Алексея Анатольевича Навального, его тело, и сделать все возможное для того, чтобы его тело было эвакуировано в одну из демократичных стран, где в полном объеме можно провести полноценное посмертное исследование, посмертную экспертизу для установления всех обстоятельств его гибели, его убийства и последующих манипуляций с его телом в морге сотрудниками российских спецслужб. Я вас уверяю, сейчас всех деталей, подробностей я раскрыть здесь в паблике не могу. То, что мне известно в деталях и в подробностях, мы будем передавать вам через Христо Грозева. На этом у меня все. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!